Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня покажу вам, как приготовить ПП-торт черничное мороженое. Внутри у него шоколадные коржи, чернично-лимонная начинка и мягкий ванильный крем. Нам понадобится 115 грамм муки. Я взяла рисовую цельнозерновую и муку зеленой гречки в равных пропорциях. Здесь подойдут и другие цельнозерновые виды муки. Все сухие ингредиенты я сразу буду соединять в сите, это очень удобно. Сюда же добавляю 30 грамм какао и 2 чайные ложки разрыхлителя. Также нам понадобится 6 крупных яиц. Яйца должны быть комнатной температуры. Добавляем буквально 1 грамм ксантановой камеди. Это 1 мерная ложка объемом 1 мл с горкой. Этот натуральный ингредиент поможет сохранить взбитые яйца стабильными. Вместо камеди можно использовать натуральный сироп без сахара или пудру эритрита. Подробнее напишу в описании под видео. Если просто взбить яйца без сахара или других помощников, они, к сожалению, свою пышность не сохранят. Взбиваем яйца миксером до пышной светлой массы. Они должны увеличиться в объеме в несколько раз. Теперь в эту массу постепенно вводим сухие ингредиенты и каждый раз промешиваем аккуратными движениями лопатки снизу вверх. Этот процесс не очень быстрый, но чем аккуратнее вы будете перемешивать, тем пышнее и нежнее получится бисквит. Яичная масса, конечно, немного осядет при добавлении сухих ингредиентов, но все равно сохранит свою пышность. И я чуть не забыла подсластитель. Добавляю его с последней порции сухих ингредиентов и размешиваю. Последний ингредиент – жидкое растительное масло комнатной температуры. У меня арахисовое 20 грамм. Также аккуратно перемешиваем до однородности. Получается вот такое воздушное шоколадное тесто. Выпекать я буду в кондитерском кольце диаметром 16 см с дном из фольги. Внутрь выкладываю круг пекарской бумаги, слегка смоченной водой для лучшего прилегания. Перекладываю тесто и отправляю выпекаться в разогретую до 165 градусов Цельсия духовку примерно на 40 минут. Готовность коржа проверяю деревянной шпажкой. Она должна выйти сухой. Когда корж немного остыл, снимаем фольгу, круг пекарской бумаги и прорезаем ножом по окружности формы. Снимаем кольцо, запаковываем едва теплый корж в пищевую пленку и отправляем в холодильник на несколько часов. А пока можно заняться начинкой. Нам понадобится 180 грамм черники. У меня размороженная, но можно взять и свежую. По желанию добавляем цедру 1 лимона и 10 грамм лимонного сока. Подсластитель. И в качестве загустителя у меня будет та же ксантановая камедь. Можно также использовать пектин NH или кукурузный крахмал, но их понадобится больше по количеству. Тщательно перемешиваем все ингредиенты с помощью блендера. Перекладываем в сотейник, доводим до кипения и кипятим 3-4 минуты. Остужаем начинку и перекладываем в кондитерский мешок. Храним в холодильнике до сборки торта. Для крема нам понадобится 600 грамм рикотты. Добавляем к ней подсластитель и натуральный экстракт ванили. Крем можно просто промешать лопаткой. В этом случае в нем могут остаться комочки. Это, как правило, неощутимо внутри торта, так как комочки мягкие, но может быть визуально заметно на покрытии, особенно если крем окрашен. Поэтому я предлагаю пробить рикотту блендером до исчезновения комочков. Но при этом крем существенно размягчается. Посмотрите, крем после блендера стал намного более жидким. Внутри торта такой крем будет чувствовать себя прекрасно, а вот для толстого слоя покрытия он не годится. Поэтому если вы пробиваете рикотту блендером, слой крема в покрытии торта должен быть минимальным. Я переложила 400 грамм крема в кондитерский мешок. Эта часть пойдет внутрь торта. Оставшиеся 200 грамм пойдут на покрытие. Корж настоялся, влага внутри него равномерно распределилась, он стал мягче и податливее. Срезаем с него неровную шапку. Оставшийся корж делю на 3 равных по толщине коржа. Намечаю ножом линию надреза по всей окружности и не спеша прорезаю корж. Таким же способом делаю второй разрез. Получилось 3 мягких ароматных шоколадных коржа. Можно приступать к сборке торта.
На подложку ставим тоже кольцо диаметром 16 см. Внутрь выкладываем ацетатную ленту. На середину подложки немного крема, чтобы зафиксировать торт. Выкладываем нижний корж. Пропитываем. На каждый корж уходит около 20 грамм пропитки. У меня это вода с сиропом цикория 50/50. Выкладываем 200 грамм крема. Слой крема на корж и еще небольшой бортик крема по окружности. Выравниваем лопаткой, создавая небольшое углубление. В это углубление выкладываем 90 грамм начинки. И накрываем вторым коржом. Аккуратно прижимаем. И хорошо пропитываем корж. Повторяем все то же самое. 200 грамм крема, 90 грамм черничной начинки. Накрываем третьим коржом. 20 грамм пропитки. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 5 часов. В оставшиеся для покрытия 200 грамм крема я добавляю буквально 8 грамм черничной начинки, чтобы создать совсем легкий сиреневый оттенок. Кстати, похожий оттенок крема можно получить и без черники, с помощью натурального красителя из черной моркови. Я показывала этот цвет в рецепте бенто-торта. Перекладываю крем в кондитерский мешок и храню в холодильнике до покрытия торта. Когда торт настоялся, снимаем пищевую пленку, кондитерское кольцо и ацетатную ленту. Покрываем торт тонким слоем крема. Толстый слой такого мягкого крема просто не удержится на торте. А вот такой тонкий прекрасно удержится и в течение часа-двух отдаст немного влаги коржам и станет достаточно устойчивым и пригодным для перевозки. Выравниваем торт сбоку и сверху, пока не добьемся ровной цилиндрической формы. Декор у меня сегодня крайне простой и лаконичный. Ягоды голубики по окружности. Вот такой тортик получился. Давайте его разрежем. Разрез вполне предсказуемый, но какой же он аппетитный! Очень гармоничное сочетание шоколадных коржей, чернично-лимонной начинки и мягкого ванильного крема. Это очень вкусно! Чем прекрасна черника, она имеет не кричащий вкус, а более мягкий, нежный, лаконичный, в отличие от многих других ягод. Благодаря этому она нравится в тортах большинству людей, и это действительно очень вкусно. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!